Приветствую вас на своем канале. Видео будет про Passat B3. Как выставить метки ГРМ. Или на ГРМ, или для ГРМ. Как-то так. Для Passat B3, короче. Итак, в принципе, ничего сложного выставления нет. Выставляем сначала коленвал. То есть он и шкив есть. Если вы не снимаете защиту, то можно прямо вот по шкиву, вот этому нижнему и выставить. Здесь вот вверху прямо, ну вот, здесь вверху, прямо над шкивом, где мой палец, есть меточка на этой вот пластмассовом корпусе. И есть на самом шкиву. Вот эти вот две меточки, как раз вот здесь я показываю, просто не видно на камеру. Вот они здесь должны находиться. А если шкив снят, то нужно на маховику, вот здесь у нас защита такая стоит. Вот пластмассовую крышку эту вынимаем. Здесь у нас вот такой будет зубок. Здесь будет вот такой зубок, вот прямо здесь, где пальцем вожу. И сама метка на маховике. На маховике должна совпадать 0 и вот с этим зубком. 0 именно, не черточка какая, а именно 0. Итак, с коленвалом мы разобрались. Дальше выставляем зажигание. Здесь у меня защита стоит, конечно, я вам не покажу. Но там тоже все просто. На самом маховике, где именно тянут ремень, висит ремень, тоже там есть две метки. Это все просто и легко и понятно. Начинается самое интересное. Вот здесь распредвал. Вот с распредвалом всегда все путаются. Чтобы не путаться, правильно выставить метки именно на Passat B3, имею в виду 1.8 бензин моно. Метку берем не с этой стороны наружней, а с внутренней. Все выставляют, ну не все выставляют, путаются, вот по внутренней выставляют вот эта вот метка, и чтобы совпадала вот именно с от. Нет, это уже неправильно. Правильно будет за 90-е годы. Но лучше вот так не делать, лучше так не делать. Правильно делать для всех Passat'ов, чтобы было бы все понятно для всех. Нужно делать по внутренней метке. Вот здесь вот именно находим там точка или рысочка такая, именно она должна быть на зубе. И вот эта метка должна совпадать вот с этой верхней частью именно вот этой крышки. Вот здесь вот она должна совпадать ровненько. А если быть точнее, то лучше вот клапанную крышку снять, чтобы она по верху вот этой вот каемки, вот где клапанная крышка прикручивается, именно по этому корпусу. Вот тут. Это будет самое правильное выставление метки. Потому что некоторые начинают путать, выставляют по этим вот, которые вот видны, а это все неправильно. Она тоже заведется, но будет работать как-то не так, как положено. Я уже выставлял тоже изначально, когда я не знал, выставил вот именно, у меня 89-го года выпуска, вот этот именно Passat выставляется по внутренней метке. Но есть и наружка, по которому он не выставляется. Вот этого метка, вот по-моему она есть, а нет, это кто-то помечал для себя маркером. Вот по этой вот наружке оно все не совпадет, и то есть неправильно будет выставление. Так что не путайтесь, выставляйте всегда по внутренней метке. И вот по этой клапанной крышке будет самый правильный вариант. И все у вас будет четко заводиться. Ну и здесь бегунок выставляется тоже по рыске. И здесь на корпусе будет вот сам бегунок. Берем центр бегунка. Не буду разбирать, вроде бы. Попробую объяснить, кто поймет, кто не поймет. Хейтеры, пишите, я вас всех люблю. А вот именно по корпусе, на корпусе здесь, по-моему, с обратной стороны, хотя как он будет у вас стоять, тоже есть меточка. Ровно по меточке или чуть вперед. Но лучше выставлять по стробоскопу, или как он там правильно называется. Я обычно выставляю на слух. Один человек мне заводит, завелась машина, выставил как мне приятно на слух, и все, я так и езжу. И все, никаких проблем нету, расхода нету, все отлично. Ну вот как-то так. Видео было про Passat B3. Вот видите, еще какой у меня тюнинг. Это для того, чтобы проводов хватило бы на дольше. Потому что здесь вот начинается при движении, при вибрации вот такое шархание, и начинает протираться и пробивать между собой. А вот таким методом можно немножко продлить жизнь нашим проводам. То есть она тоже будет протирка, но расстояние увеличится, то есть пробитие будет сложнее уже пробивать искру. То есть уже намного дольше проживут наши провода. Страшненько, но зато уже проверено надежненько. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по Passat B3,
Пишите в ТикТок, YouTube комментарии можно писать. И обязательно не забывайте подписаться на мой канал. Ставьте лайк, если кому понравилось данное видео. Обязательно поставьте колокольчик, если не хотите пропускать дальнейшие такие видеоролики именно про Passat B3.